Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов. Недавно мы вернулись со Шри-Ланки, и, собственно, на Шри-Ланку мне жена моего хорошего друга Бабира, Энни, на самом деле у нее имя по-другому звучит, неважно, Энни, Аня, короче, она привезла прямо из Китая кучу всяких штук. Я сказал, пожалуйста, привези мне целый баул супер вкусных штук из Китая. Странных, но вкусных. Она такая, 0 вопросов. Мы не успели на Шри-Ланке все это заснять. Была куча дел, потом все собирались, паковали, отправляли Костяну грили во Вьетнам, неважно. Короче, я целый чемодан всяких разных странных китайских штук привез сюда и запостил их в Инстаграм. От вас было, я сейчас скажу сколько. Короче, за 4 часа 150 комментариев о том, что нужно сделать на это обзор и продегустировать, что же это такое. Давайте посмотрим, что привезла мне Аня из Китая. Здесь есть утиные шеи и китайская водка крепостью 56 градусов. Просто капец. Я, честно говоря, в душе не копаю, что это такое и из чего оно сделано и сколько стоит. Поэтому я написал Диме, и он мне расписал, сколько стоит каждый из этих снеков, из этих товаров. Что характерно, прямо во время поездки на Шри-Ланку некоторые товары уже подъели. И судя по вот этому четкому разрезу от ножа, подъели это не мыши, короче, и не местные белки, а мои соратники по путешествию. Ладно, пофиг. Давайте начнем вот с этой чудесной баночки. Что же это такое? То ли закуска, то ли приправа. Это ферментированный тофу, который стоит всего лишь 100 рублей. Это как наши огурчики маринованные или типа того. У нас такого не найти. Ферментированный тофу. Ладно, короче, пока я открывал этот тофу, я весь адски замаслился. Ладно, давайте я пытаюсь его открыть. Вот так. Так, посмотрим. 100 рублей, очень маленькая баночка, и в ней вот такие вот кусочки непонятно чего. Попробуем. Блин, я вот всегда, когда что-то из Китая приезжает, от Димы или вообще, я всегда с опаской вот так отношусь, типа, вот ты такой кусочек возьмешь, а потом будешь от остроты корчиться в болях 3 года. Окей. Короче. Не, оно не острое. Вкус уксуса с прокисшей селедкой. Не то, что ужасно. Ну, типа не сюрстрёминг. Мощный вкус прокисшего уксуса с потухшей селедкой, солоновато, слегка островатой. Дрянь редкостная. Извините, я не смог заставить себя это проглотить. Погнали дальше. Интересно, они для чего это используют? Они, может, намазывают на что-то? Это как закуска или что? Может, кто-то знает, в комментах напишет. Ну, это дрянь редкостная, извините. Далее то, что уже раздербанили мои соратники. Черная кунжутная паста с орехом. Ее нужно разводить водой. И она стоит 350 рублей. Ну, давайте разведем с водой. Я видел, как мои соратники разводили это дело водой. И ели, и даже кто-то говорил, я не помню кто, на Шри-Ланке говорили, что это вкусно. Поэтому давайте попробуем. Так, я чуть добавлю. Блин, много добавил, ну ладно. Ну, хорошо. Давайте насыпем еще. Это все-таки паста. Так, она превращается... Блин, все засрал, какая я свинья, капец. Хотя не, она супер быстро загущается и нормально. Превращается вот в такую пасту. Кунжут, черный кунжут превращается в пасту. Окей. Мне кажется, это уже достаточно пастообразно. Я попробую. Кунжутная паста на самом деле вкусно. Немножко сладенько. Я бы вот эту штуку, если бы я делал кексы, я бы делал слой кекса, прослаивал, знаете, там миллиметр вот так намазал бы вот эту штуку. Представьте себе пирожные с маком, вот эти булочки с маком, но начинка не хрустящий вот этот мак, а в мясо в пыль перемолотый и сладковатый. Выглядит, конечно, как непонятно что, но такая кунжутно-маковая, сладковатая, немножко пряная паста. Мне кажется, для каких-то выпечки, для каких-то десертов это прекрасно. 350 рублей, вот такие вот типа маринованные. Ну, Дима сказал, что это скорее всего анчоусы, то есть он сам такой, я не знаю, что это. Наверное, это анчоусы, друже.
Попробуй. Я попробую. Так. Они как-то странно. Я что-то думал, что они такие сами по себе. Они как-то там пластик какой-то. Так. О, вот это запах. Понюхай. Понюхай, Саня. Пахнет как маринованная килька в томате. Ну, такие вот штуковинки. Короче, желтый полосатик со вкусом кильки и кунжута. По остроте 2 из 10. То есть чутка там перчика какого-то присыпали когда-то. Там косточки внутри, но все это замариновано, высушено. Реально желтый полосатик, но со вкусом томатной килечки и кунжута. Не знаю, 0 вопросов, вкусная штуковина. Другое дело, не знаю, отдал бы я 350 рублей, хотя здесь достаточно дофига этой штуки. Пусть будет. Эта штука китайская мне нравится. Это свинина с медом за 250 рублей. Я все пересчитал, точнее, Бабир, Дима пересчитал все на местные деньги, поэтому пусть будет. Вот такая непонятная, ну понятно, honey pork. Хорошо, пусть будет. Так, странная упаковка. Это что, она высушенная, чтобы она сухой оставалась? Ну ладно. Я что, против, что ли? Так, подрежем. Мягкая разваливающаяся свинина. Пробуем. Слишком мягкая для снека под пиво штука. Серьезно. Они сделали ее настолько... Не знаю как, но она прямо, смотрите. Конечно, они ее порезали поперек волокон, но оно прямо вот так разваливается и тает во рту. Вкус меда ощущается. И сладость меда реально забивает вкус свинины. Я подозреваю, что вот этим можно очень быстро наесться. Почему? Потому что вот такая полоска, ощущение, что она реально пропитана сахаром. Прям реально пропитана сахаром. Вкусно ли это? Да неплохо. Но необычно. Потому что это не кисло-сладкое мясо, а прям сладкая такая сушеная свининка. Но не сушеная, чтобы вот так откусывать, а прям такая расползающаяся сушеная. Не знаю, как они это сделали. Сушеное вяленое мясо на шпажке за 50 рублей. На самом деле мяса здесь не очень много, а стоит, между прочим, 50 рублей. Так что я не знаю, что сказать. Все как всегда в масле, в специях, во всем. Я не знаю, вы отдали бы 25 рублей вот за это. Шут его знает. Похоже на кусочек чего-то. Паприка, перец. Сычуанский перец, слегка пощипывающий. Ну такое. Крайне в мясину засушенная штуковина. Прям, я не знаю. Знаете, бывает прям завяленное подсушенное мясо, а бывает прям вот здесь его как бы убили. Как будто ты кушаешь мумию, но без какого-то особенного своего вкуса. То есть я люблю там оленину. Там конина тоже катит. Вот особенно люблю оленину. Когда она, знаете, завялена, засушена, она такая еще откусываешь, и она мягенько жующаяся. А здесь прям, короче, мумия. Утиные языки в соусе. Это утиные языки в соусе. И, между прочим, стоят достаточно дорого. 400 рублей. Оу. Я думал, там прям будут куски утиных. Смотри. Получается, каждый язык идет в своей какой-то упаковке. Окей. Я не... Зацените, у него основание языка, его вырвали из утки. Неплохо. Мягенький, кисло-сладкий кусочек маринованного мяса. С утиным вкусом, мощным утиным вкусом дичи. Если бы я не представлял, что вот это вот вырванный, судя по основанию, вырванный прям из утки утиный язык, то прям это вкусно. И вот за такое количество они просят, сколько, 400, я сказал, рублей, да, 450 рублей. Ну фиг знает, я не знаю, народ, но это вкусненько, утиные языки вкусные.
Интересно, что еще у утки вкусное? Тайваньские хрустящие креветки за 250 рублей каждая. Я не знаю, в чем разница, это просто две вот такие коробки, видимо, разные по специям. Конечно, ехали они с нами вместе Аэрофлотом. Мы все прекрасно знаем и видели, как кидают вот такие вот упаковочки хрустящих креветок. Блин. Давай, креветка О, смотрите, здесь каждая креветочка в отдельном контейнере. Зацени. Здесь креветочки в отдельных контейнерах. И в каждом контейнере две. Короче, это просто чипсина. Оно засушено, смотрите, прям засушено до состояния чипсины. На вкус прикольно, но... Ну, насколько прикольно? Типа, креветка, как чипсина со вкусом креветки, но без вкуса картофеля. Вот типа того. Давайте я попробую. Вот это какой-то другой вкус. Не могу сказать, что данное блюдо обладает каким-то мощным собственным вкусом, помимо креветочного. Эти чуть-чуть островатенькие, а это просто креветки. Прожевываются великолепно, то есть там не чувствуется никаких кишок, костей, хитина, их как-то высушивают прям идеально. И немножко каких-то специй. Слегка островатых, слегка сладковатых, 0 вопросов, но не настолько... Короче, я это все пробую первый раз в жизни. Вы можете смотреть на мою реакцию. И прикольные, хрустящие, даже голову этой креветки, она настолько высушена, что и растаяла во рту. Прикольно, но не настолько, чтобы стать фанатом данного блюда. Это картофельные булочки, и они должны стоить 250 рублей. Блин, конечно. Перевозить все это авиалиниями. Отличная идея. 250 рублей за 8 булочек. Ну, я бы сказал, такое себе. Но я попробую парочку. Почему нет? О, вы зацените. Ультра мягкая штука. Просто вообще. А там внутри что там еще? Какая-то начиночка. Ультра мягкая крахмалистая штуковина. Она практически безвкусная. Не-не-не, не совсем так. Я чувствую вкус специй, которые туда добавили. Но что это за жижа сама по себе, не понимаю. Похоже на загущенный картофельный крахмал. Здесь медовая, здесь какая-то карамельная, но я бы всю эту коробку променял на один эклер с масляным кремом. Серьезно. Короче, забавно, прикольно, что-то среднее между тестом и мармеладом. Такое жуешь. Что проживал, непонятно. Здесь у нас нарисована свинка Пеппа, и это хрустящая мясная бумага. Господи, прости, почему я лишился сил и ничего не могу оторвать, поэтому мне помогают ножи Самура. Смотрим. Выглядит, конечно, эпически. Забавно. Супер тонкие. Это клево. Ультра тонкие мясные чипсы со вкусом свинины. Немного сладкие, но они прям тают во рту. То есть, послушайте. Все. Это вкусная штука. Сколько они тут стоили? 350 рублей за такую упаковку. Понятно, в Китае все дорого. И, само собой, они были крупными кусками. Если куда-то что-то перевозить, оно все превращается практически в труху, но... Не знаю. Я не хочу знать, как они это делают. У меня нет вопросов, как они это делают. Я не хочу знать. Никто никогда в комментариях не рассказывайте мне, как они это делают. Это свинья, из которой сделали бумагу. Для меня этого достаточно. Это вкусно. Говяжьи кусочки, 400 рублей. Странно, но я думал, что это конфеты, но Дима сказал, что, написал, что это говяжьи кусочки. Короче, чуваки, скажите мне, что вы думали, что это не конфеты. Я думал, что это конфеты.
Нет, это не конфеты, это кусок говядины. Сыровяленая, в чем-то вымоченная, кисло-сладкая, не острая говядинка. Я так понял, что от цвета... Да, от цвета фантика ничего не меняется. Дороговато. Не могу сказать, что очень вкусно. Я все-таки люблю, когда... Короче, очень много сахара добавили. Это реально сладкая говядина. Она прожевывается великолепно. Она в меду, в соевом соусе, в чем-то еще замаринована, вымочена. Но слишком сладкая штуковина. Короче, конфеты из говядины. Хрустящие стебли бамбука, 150 рублей. Окей. Хрустящие стебли. Да, что у них не так с упаковкой? У нас обычно что-то вот так расчекрыживаешь, она Зацените, здесь все, блин, с пленкой. С тройной. Ах ты ж, блин. Я, честно говоря, думал сначала, что это кальмары. Короче, объясняю. Вкус бамбука, вот этих стебельков, его невозможно ни с чем сравнить. Он, можно, он что-то среднее между редькой, огурцом, сырой картошкой и еще чем-то. И они все это залили маслом. Хрустит, забавно, прикольно. Куда это добавить в салат? В салат я бы сварил курочки, нарезал мазика туда и вот этих хрустящих стебельков. Без вопросов. Но ничего особенного. Вот это, пожалуй, интересно. Это, друзья мои, банка стоит 600 рублей. Если кому интересно, это кости глубоководных рыб. То есть, так, еще раз. Вам за 600 рублей продают кости рыб. Не филе рыб, не глаза рыб, не вырезку рыб. Это кости, зацените. И эта банка стоит 600 рублей. Представьте себе, что вы купили камбалу. Вяленую такую, знаете, который... или вобу. Который, ну погоди, зайца там пытался ушатать. Помнишь, была серия, где он пытался разбить эту рыбу обо что-то? Не, он не зайца пытался ушатать, а просто ее раздербанить. И вот из нее только кости вынули. Зубодробительная срака, до свидули. Угорь в специях за пятихаточку. Ну, угорь дорогая штука, само собой. Угорь в специях. Все на подложечках, вот на таких. Оп, куча масла. Кусочки угря. Ну, окей. Мне кажется, мягкие части угря, короче, острая штуковина, и она жестковата, пока слюной, извиняюсь, не размочишь. Ощущение, что... Хотя нет, вроде это похоже на филе. Реально похоже на филе. Но, когда кладешь в рот, очень жесткая. И засыпана кунжутом, красным перцем и чем-то сладким, то ли медово-соевым каким-то соусом. Засыпано нахрен. Не знаю, я под пивасик такое есть не стал. Слишком сладко, слишком остро и слишком жестко. Не знаю. Хотя, когда размачивается слюной, то почему бы и нет. Это какие-то острые палочки, и из-за того, что они стоят 100 рублей, я думаю, что они капец из какой-то полной хрени, то есть типа тофу. Просто написано, Дима просто написал острые палочки. Окей. Да. Они реально... Знаете, как кукурузные палочки, но представьте, что вы их намочили, а потом еще высушили. И они тоненькими такими стали, и они не хрустящие кукурузные палочки, а такие намокшие. Ну и с кучей перца. И масло. Они прям... Я не знаю, если я зацените. Из них прям можно выжимать масло, это капец. Ну, не знаю. Ну и сушеная говядина, которая стоит у них 350. Опять же, у меня что, я силы потерял? А нет, с этой стороны открылась. Странная штука. Вакуум таки 350 рублей. Сушеная говядинка. Ну, посмотрите, как мило. Она такая милая говядинка. У нее даже немножко розоватые щечки. Она стесняется, что ее съедят. Ну и мы видим, что здесь, оп,
Куски реально сушеной говядины. Это прикольно. Но дорого. Блин, почему у них все такое сладкое? Реально, дофига сахара сюда добавили. Засушили. Ну и ряд каких-то пряных специй есть. Я из них могу выцепить только... Даже не кориандр, а как это? Five Spices китайских там что идет? Хороший вопрос. Короче, азиатская штуковина. Разжевывается неплохо. Куски большие. Реально похожи на говядину. Но опять же, стал бы я за это платить? Да понятия не имею. А вердикт следующий. Очень все из Китая непривычное. Очень непривычное. Я все-таки куплю себе обычные воблы и ее как-нибудь зачекрыжу. И вачелла 56. 56 градусов вачелла. Я знаю, что если я ее не попробую, поставите дизлайк, поэтому я попробую вачеллу. За здоровье тех, кто ставит пальцы вверх моим видосам. 56 это больше, чем 40 на сколько? Намного. На 16. Охренеть, блин. О! Ну я понял. У меня прям тепло. Народ, это 50 грамм, 130 грамм. У меня прям тепло по всему телу раздалось. У меня прям рожа сейчас красная, по-моему, стала. Прям реально вот до кончиков пальцев пробрало. Я не знаю, как они это пьют. Прям... Ну я понимаю, почему у них столько разной закуси. Теперь я понимаю. Вот, если когда-нибудь я упаду в сугроб, не дай бог, что-нибудь себе отморожу, припрусь домой такой, я сейчас закоматозничаю. Вот 50 грамм вот этой херни, и через минуту ты будешь в порядке. Главное, там не только спирт, оно как будто чутка сладковатое. Я не знаю, из чего они ее гонят. С вами был славный дружа Обломов. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Вот такие вот были закусочки из Китая. Вот такой дегустейшн. Опять же, выпил за здоровье тех, кто ставит пальцы вверх. Пишите в комменты, чего еще задегустировать, что заказать из Китая. Могу достать из Китая практически все, потому что там есть хорошие друзья. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.